В ноябре 1944 года Красная армия освободила СССР от гитлеровцев. Захватчиков изгнали навсегда, но дети, рожденные от нацистов, остались и стали советскими детьми. О судьбах таких детей ничего не известно. Редкие архивные данные и свидетельства очевидцев говорят о том, что в СССР с ними обращались довольно гуманно. Как минимум, против них никто не вел никакой целенаправленной работы. Большинство детей, рожденных от немецких захватчиков, судя по всему, получили образование, работу и прожили нормальную жизнь. Никто не вел подсчеты о числе родившихся плодах немецкой оккупации за весь период войны. По крайней мере, задокументированных данных об этом нет. Называется цифра в 100 тысяч человек. Но это всего лишь предположение западных историков. Ясно одно. Никогда специально с ведома соответствующих советских органов таких детей-полукровок, или как их тогда называли немчиков, у нас отдельно публично не третировали. Как мы помним из истории Третьего Рейха, Гитлер до маниакальности был одержим теорией чистоты арийской расы. Исходя из этого постулата, ни один чистокровный немец не должен был вступать в связь с представительницей иной народности. Гитлеровские оккупанты в захваченных ими странах сплошь и рядом нарушали этот запрет. Не стал исключением и СССР. Немецкое командование вынуждено было реагировать. Поначалу устрашением. Уже в июне 1942 года солдатам вермахта в оккупированных районах СССР раздали памятку о поведении немецкого солдата. Там, в частности, было такое предупреждение: требуется срочно ограничить контакты солдат с женской половиной гражданского населения ввиду угрозы причинения вреда чистоте германской расы. Это не помогло. Менее чем через год, в марте 1943 был выпущен еще один документ, касающийся половых отношений гитлеровцев и советских женщин. Согласно постановлению коменданта города Орла, генерала-майора Адольфа Гаммана, родив ребенка от немецкого солдата, русская мать имеет право на алименты. Таким орловчанкам полагалось по 30 марок в месяц. О том, как советские власти относились во время войны к женщинам, рожавшим от гитлеровцев, и к самим немчикам, мы сегодня можем узнать из сохранившихся немецких документов той поры. Цитата из доклада немецкой военной разведки, составленная после кратковременного занятия Харькова советской армией в 1942 году. Согласно этому свидетельству, службы НКВД расстреляли в городе 4000 жителей. Среди них много девушек, друживших с немецкими солдатами, и особенно тех, которые были беременны. Достаточно было 3 свидетелей, чтобы их ликвидировать. Повторюсь, это данные, полученные из немецких документов. Историки нашли в архивах письмо замнаркома иностранных дел Ивана Майского, направленное Сталину и касающееся решения судьбы детей, рожденных советскими женщинами от оккупантов. Академик считал, что нужно поголовно изъять всех этих немчат, переменить им имена и разослать в детские дома. Неизвестна реакция генералиссимуса на это письмо. Из истории только ясно, что тысячи жителей советских оккупированных территорий после окончания Великой Отечественной войны подверглись разного рода репрессиям по различным поводам. Но никогда женщины, сожительствовавшие с оккупантами и родившиеся в результате этих связей дети, публично не выделялись в отдельную категорию предателей и показательно не предавались остракизму. Чтобы понять, как в СССР официально относились к немчикам и их матерям, необходимо сравнить это отношение с аналогичным опытом других стран, некогда оккупированных фашистской Германией. Во Франции, которая практически без боя сдалась гитлеровцам, более 18 тысяч горизонтальных коллаборационисток были на год отправлены в тюрьмы. Их остригли нагло и демонстративно водили по улицам городов как скот. Это был год так называемого национального стыда. В интернете много фотодокументов, подтверждающих эти факты. Нидерланды в 1940 году после нападения Германии капитулировали спустя 5 дней. В мае 1945 года во время уличных самосудов там были убиты около 500 девушек для фрицев. В Норвегии от связи местных женщин с гитлеровскими оккупантами родилось более 10 тысяч детей.
По официальным данным, 5000 женщин, родивших детей от немцев, приговорили к 1,5 годам принудительных работ, а 90% детей от немцев были объявлены умственно неполноценными и отправлены в дома для душевнобольных, где их держали до 1960-х годов. Точно известно, что этих в кавычках «недочеловеков» использовали для испытания медицинских препаратов. Только в 2000 году парламентом Норвегии были принесены официальные извинения этим невинным жертвам войны, а Комитет по юстиции утвердил им компенсацию за пережитое в размере 3000 евро. Ее получили те, кто еще остался в живых. В Советском Союзе над немчиками и их матерями никогда так не глумились. Ссылали в Сибирь? Да. Тысячами, возможно, десятками тысяч. Точной статистики опять-таки не существует. Об этом, в частности, рассказывает фильм известной отечественной актрисы и режиссера Веры Глаголевой «Одна война», основанный на реальных событиях. Но многочисленные свидетели тех событий утверждают, были только две основные причины, толкавшие советских женщин и девушек на контакты с гитлеровскими оккупантами – страх и голод. Они боялись быть убитыми в случае отказа или же шли на такой шаг, чтобы прокормить себя и детей. Случались и добровольные союзы с немцами, но они были скорее исключением, чем нормой. На этом у меня все. Если видео было для вас интересным, ставьте лайки и не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на Земле». До новых встреч!